Приветствую, друзья! Давно возникла идея собрать модель из бумаги, главным образом для того, чтобы ответить самому себе на два вопроса. Насколько сложно создать модель из бумаги? И второе, что может из этого получиться в результате приложенных усилий? Насколько смотрибельно может получиться собственноручная поделка? В целом, на поставленные себе вопросы я получил удовлетворительные ответы, но об этом попозже. Итак, есть несколько способов начать делать модель из бумаги. Самый хардкорный вариант — изготовить самодельную модель по чертежам или в меру распущенности своей фантазии, если это не модель, копия реального прототипа. Более распространенным вариантом является распечатка готовых выкроек моделей с интернета, коих там достаточно на любой вкус и сферу обитания. Собственно, в данном видео я так и поступил. И третьим классическим вариантом будет покупка специального журнала с теми самыми выкройками. В последующем попробуем склеить и такую модель. Так, у нас на экране модель королевского тигра, скачана с сайта игры War Thunder. Детали размещены на 4 листах А4. Также имеется изобразительная и описательная инструкция по сборке танка. Масштаб, который предлагается производителям, 1:50. Можно сразу заметить первый косяк, который у меня получился. Один лист с деталями, преимущественно ходовой части, отпечатался в другом оттенке, нежели остальная часть деталей. Перепечатывать возможности не было, поэтому решил в конце немного замаскировать этот косяк с помощью пигментов. Перед сборкой рекомендуется изучить инструкцию, просмотреть имеющиеся детали и выстроить логическую цепочку сборки танка. Для склеивания модели понадобится некий стандартный набор инструментов и приспособ. Суперклей-гель, клей ПВА столярный, возможно использовать клей Момент Кристалл, нож цанговый, пинцет, линейка, ручка, которая не пишет, ножницы побольше и ножницы поменьше, краски подходящих цветов и прочие вещи, которые могут понадобиться по ходу сборки. В процессе сборки неплохо посматривать на реальные фототехники или хотя бы на игровую модель с той же игры. Я буду посматривать на свой королевский тигр в масштабе 1:35 из пластика фирмы Звезда, он же Dragon. Не профессионально забацанная модель, но тоже ничего. А как подсказка для сборки тигра в масштабе 1:50 лучше и не придумаешь. Итак, сборку начинаю с вырезания деталей. Начал с ванны корпуса. Сначала вырезаю большими ножницами, в трудных местах вырезаю ножницами поменьше или ножом. На прямых участках под линейку ножом. После вырезания детали целиком нужно согнуть ее во всех необходимых местах, в том числе клапана, который приклеивается. Делаю это, проведя ручкой, которая не пишет, под линейку по линии изгиба. Далее, не убирая линейки, чем-то острым формирую изгиб полностью. После дополнительно прогибаю пальцами деталь в местах изгиба. Аналогично формуются все детали, кроме самых маленьких, которые изгибаются с помощью пинцета, а полукруглые или круглые детали лучше сгибать пальцами, используя округлые детали подходящих форм. Результат сгибания нижней и верхней частей корпуса можете наблюдать на экране. Забыл упомянуть самое важное. Детали отпечатаны на бумаге примерно толщиной 160 грамм на сантиметр квадратный или около того. Для большинства деталей эта толщина оптимальна. Для деталей, которые нужно скручивать, лучше использовать бумагу потоньше. А несущие детали, как эти части корпуса, необходимо дополнительно усиливать кусками тонкого картона или плотной бумаги. Необходимые куски картона размечаю по месту. Вырезаю и приклеиваю на клей ПВА или кристалл. Как по мне, лучше использовать для этого ПВА. Он имеет менее резкий запах, а деформация деталей после высыхания от обоих клеев одинаковая. Кстати, по этому поводу. Такие детали лучше ставить под пресс минут на 15, чтобы они засохли ровно перед последующей приклейкой к другим деталям.
Усилив детали корпуса танка дополнительными листами плотной бумаги или картона, мы усилили общую конструкцию, и в дальнейшем можно будет проводить последующие манипуляции, не опасаясь испортить проделанную работу. Перед склейкой верхней и нижней части корпуса необходимо установить усиливающие перегородки в ванну корпуса. Из-за того, что не ставил под пресс проклеенные части корпуса, ванна стала немного винтом. Но в дальнейшем мне немного удалось исправить этот недочет. Для установки переборок использовать лучше суперклей гель или момент кристалл. Отверстие наподобие погона башни можно прорезать, чертя ножом вокруг монетки подходящего размера. Далее занялся сборкой башни. Сначала собирается каркас согласно инструкции из дополнительно усиленных секций. Сборку производить желательно прочным клеем. Я использовал суперклей гель. Он позволяет подкорректировать детали, прежде чем они намертво схватятся. Готовый каркас обшивается дополнительными листами бумаги. Обшивке перед приклеиванием надо придать максимально подходящую под каркас форму. Приклеивание осуществляю с помощью суперклей геля. В отличие от жидкого клея, он не пропитывает бумагу насквозь, что портит внешний вид. Приклеиваю по чуть-чуть, корректируя положение деталей. На разных этапах сборки необходимо подкрашивать грани деталей, например, торцы крыши башни и видимые места на основании башни. Места, которые вследствие станут недоступны или неудобны для прокрашивания, лучше обрабатывать по ходу сборки. Остальные грани можно будет обработать в конце сборки модели. Подкрашивание белых торцов бумаги является неотменным атрибутом бумажного моделирования, который хорошо поднимает общий уровень восприятия модели. Сборку ключевых узлов также лучше собирать на быстросохнущий прочный клей. Постепенно модель обретает свой вид. Собираю погон башни из бумажных лент с зубчиками. Приклеиваю по пару зубчиков за подход. Далее эта конструкция закрепляется плоским кругом сверху. На верхнюю часть башни аккуратно приклеиваю деталь с рисунком за несколько подходов. После завершения фундаментальных работ с корпусом и башней можно немного навесить крупных деталей. Я принялся за детали моторно-трансмиссионного отделения. Далее приступил к самому сложному, как по мне, ходовой части танка. Ситуация усугубляется тем, что у королевского тигра большое количество катков. Собственно, нужно изготовить эти катки.
Они состоят из нескольких частей. Скажу сразу, ходовая и катки особенно у меня получились не очень аккуратно. Но слава богу, можно скрыть недочеты за бортовыми экранами и небольшим слоем пигментов, имитирующих пыль. Сначала нарезал обода катков, придал им округлую форму, нарезал зубчики или клапана, к которым будет приклеиваться обод. Дальше округлые детали по 2 штуки на каток. И все вместо склеивается суперклеем. То еще занудство. После этого можно приклеить гусеницы, которые лучше соединять в верхней части, чтобы не было видно швов. После всего этого можно потихоньку приклеивать мелкие деталюшки. Лучше на суперклей. Только старайтесь приклеивать их на нужное место с первого раза. Гель дает вам минимум простора для манипуляций. Другим по сложности после ходовой элементом для меня оказался ствол орудия. В идеале его распечатывать нужно на бумаге потоньше. Сборка производится по инструкции. Сначала необходимо накрутить трубочки разных диаметров, используя, к примеру, разные отвертки или гвозди. Сначала раскатываю деталь на стержне, придав ей необходимую форму. А дальше закрепляю с помощью капелек клея. В итоге все получившиеся трубки необходимо соединить между собой. Для прочности конструкции и ровности лучше использовать основание из какой-нибудь пластиковой палочки. После завершения основных работ по сборке танка остается также непростой этап приклеивания оставшихся мелких деталей, снаряжения танка, шансового инструмента, а также всевозможных доработок танка, которые вы решите осуществить. Перечислю некоторые из них. Буксировочные крюки изготовил с проволоки подходящего диаметра. Аналогично крюки сверху крыши башни. Ствол орудия рассверлил сверлом подходящего диаметра, хотя сам ствол мог бы получиться и получше. Из стянутого литника от пластиковых моделей и кусочка изоляции сымитировал курсовой пулемет. Опять же, из стянутого литника сделал проводку к фаре. Шансовый инструмент покрасил соответствующими цветами.
Патрубки глушителя вместо бумажных сделал из пластиковых палочек, придав им нужную форму. Триплексы командирской башенки нашинковал из кусков склеенных пластиковых полосок, вследствие покрытых нужными цветами краски. Ну и самая напряжная доработка — это зубцы и гребни траков на гусеничных лентах и на траках, размещенных на башне, которые не предусмотрены набором. И чуть не забыл, сымитировал троса на бортах корпуса танка с помощью нити, которую пил металлический цвет. Кусочков бумаги и пивной жести для крепления. На остаток припылил ходовую часть пигментами, имитирующими пыль, чтобы немного скрыть недоработки ходовой части, а также придать вид использования танка. Результат можете наблюдать на экране. Что можно сказать? Набор, распечатанный на принтере, довольно неплох. Но сборка бумажной модели – дело довольно сложное. Более сложное, чем сборка пластиковой модели, как мне кажется. Там уже есть готовые детали, которые нужно обработать и склеить. Здесь же детали как таковые еще необходимо изготовить. Для качественного изготовления некоторых деталей необходимы специальные инструменты, например, пробойники. Работа хоть и оказалась сложной и было допущено недочеты, результат в целом мне понравился. Спасибо за просмотр и пока.